У нас была идея проехать 100 километров на велосипедах вокруг Белостока по красивым местам и дать вам 7 советов, как сделать то же самое, чтобы вас не отвернуло от велосипеда на всю жизнь. Для поездки нам надо один велосипедист, второй велосипедист, 2 велосипеда, дрон DJI Flip и много красивых видов Подлясья. Ну что, поехали! Совет первый. Берите с собой много воды и много изотоников. Потому что во время езды из ваших коленей будет выходить влага, как и в принципе из вашего организма. И поэтому, чтобы не было обезвоживания организма и чтобы ваши колени всегда получали дополнительную смазку, надо пить воду. А если вы едете более 50 километров, то берите с собой изотоник. Он поможет восстановить солевой баланс и баланс минералов в организме. Пользуйтесь! Совет номер 2. Ехать надо спокойно, в спокойном темпе. Если вы будете стремиться проехать 100 километров как можно быстрее, за 3-4 часа, то, скорее всего, уже через 50-60 километров вы устанете, ноги забьются, и вы не сможете дальше ехать. Поэтому ехать на спокойном темпе, держать пульс до 130, не выше стараться, и тогда вы проедете спокойно свою сотку. Совет номер 3. Обязательно в дороге есть. Каждые примерно час-полтора надо что-то съесть. Это могут быть бананы, это могут быть какие-то батончики ореховые. Я, допустим, люблю пиццы. Обязательно надо что-то съесть, никогда не ездите на голодный желудок. Потому что в какой-то момент может закончиться ваша энергия, и вы просто не сможете дальше ехать. Совет номер 4. Держите каденс. Что такое каденс? Каденс — это количество оборотов педалей в минуту. Одна педаль, допустим, правая, сколько раз оборачивается в минуту вокруг своей оси. И каденс должен быть от 80 оборотов в минуту, а лучше 90 или даже 100. Если вы будете ехать с низким каденсом 50-60, то у вас очень быстро забьются ноги, и вы просто не сможете ехать. А когда вы едете с каденсом 80, 90 или 100, то ехать гораздо легче, и ноги не забиваются, ваши мышцы не устают, и, соответственно, вы сможете проехать и 100, и даже 200 километров. И настало время совета номер 5. Не стремитесь проехать 100 километров без тренировок. О чем идет речь? О том, что если вы ездите, к примеру, 20-30 километров в 100, это не значит, что вам стоит сразу ехать сотку. Потому что будет довольно тяжело. Проедьте 30, потом 40, потом 50, 60 и так далее. И через недельки 3-4 вы выйдете на сотку и нормально проедете. Не торопитесь ехать сразу 100. Совет номер 6. Если вы собираетесь ехать в дальнюю поездку, одну или несколько, то я рекомендую купить вам
как минимум велоштаны, чтобы вашей пятой точке было комфортнее ехать. Потому что в поездке болят обычно две вещи – колени и задница. Поэтому про колени я уже говорил, надо пить много воды и использовать изотоник. А чтобы ваша пятая точка не болела после 100 километров, а болеть она будет обязательно даже в велопамперсе, лучше его купите. Так будет гораздо спокойнее, меньше натрете, ну или даже вообще не натрете. Думаю, пришло время и для 7-го совета. Не стремитесь проехать 100 километров как можно быстрее. Едьте постепенно, едьте по 10-15 километров, останавливайтесь, кушайте, отдыхайте. Главное, не отдыхать сильно долго, не делать огромные перерывы по полчаса, иначе будет потом сложно ехать. Спокойно проехали, остановились, 20 километров и поехали дальше. Покушали обязательно, попили воды в процессе езды. И все будет хорошо. Так вы проедете и 100, и 150, и даже 200 километров. Вот увидите. Что мне нравится на велосипеде, так это природа. Когда ты едешь на велосипеде, ты едешь по природе. Видишь какие-то поля, леса, реки, озера, красивые места, церкви, гравейки даже, и то это классно. Поэтому ездите на велосипедах. Ездите всегда, ездите везде. Это круто, это полезно. А главное, здорово и весело. Смотрите мой канал, не переключайтесь. Я рассказываю много интересного, надеюсь, интересного. Так что, до новых видео!